Всем привет! Сегодня мы соберем первый деревянный механический конструктор в уже наступившем 2022 году. Модель локомотива от компании Вутрик под названием Атлантический экспресс. Один из самых первых мощных и быстрых локомотивов в мире. Локомотив, конечно же, функционирует и дополнен вагончиком с люксовым интерьером, который состоит из спальни и лаунж-зоны. Модель, которую необходимо изучать в деталях. Но перед началом предлагаю ознакомиться с комплектацией и приступить к сборке. Конструктор поставляется в стильной квадратной картонной упаковке. Выглядит очень премиально. Набор деревянных пластин. 5 больших пластин и 6 маленькая пластина. Также воск, 24 больших резинки и 2 маленьких резинки. Ну и конечно же красочная пошаговая подробная инструкция на 34 страницы. Все, что необходимо для успешной сборки модели Атлантический экспресс, имеется в комплектации. Клей нам не понадобится. На пластине под номером 3 имеется специальная деталь, она имеет номер 0. Данная деталь нам поможет натягивать резинки и извлекать мелкие детали, потому что на конце этого элемента имеется заострение. Извлекаем деталь. Промелькнула первая страница инструкции. Я собрал жменю шестеренок. Объединил все шестеренки, которые были у меня на данный момент, и зашил в основание корпуса. Теперь можно проверить работоспособность всех шестеренок. Как вы видите, все шестеренки прекрасно взаимодействуют между собой. Собрал верхнюю основу корпуса и сюда же установил 6 систем из шестеренок. И 5 из них уже взаимодействуют между собой. Объединил верхний и нижний набор шестеренок и получился достаточно сложный, прям часовой механизм. Теперь посмотрите, как все шестеренки вращаются и взаимодействуют между собой. Выглядит это завораживающе. А вот так вот выглядит наш будущий двигатель. С одной стороны шестеренка, на которой написано ни в коем случае не вращать. То есть, я так понимаю, это не вращать руками. Внутри установлен храповик. Сверху вот такая шестеренка. И когда мы ее вращаем, внутри происходит треск. И далее, я так понимаю, когда у нас будет совершено определенное количество оборотов, будет происходить автоматическая раскрутка механизма. Здесь используется 20 резинок. На данном этапе сборки я уже собрал фары и начал собирать вот такой вот нос. Так как это у нас Атлантический экспресс, он будет рассекать у нас снежные просторы, поэтому у него должен быть своего рода, не знаю как правильно называется, но своего рода ледокол. И также я установил двигатель, который мы с вами собирали. На данном этапе нам еще не говорят, что мы можем им пользоваться, но вроде бы как, я так понимаю, у нас все готово. У нас есть вот такой вот блокиратор механизма, шестереночки внутренние, мы ее блокируем. Давайте сделаем несколько оборотов и посмотрим, как будет вращаться механизм, чтобы он притерся, чтобы он уже работал. Делаем несколько оборотов. Буквально до состояния, когда резинка превратится в такую вот сморщенную макарошку. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы проверить механизм, чтобы он немного притерся. Отжимаем блокиратор и наблюдаем, что будет происходить. Да, как вы видели, шестереночки срабатывают. Видно, я мало сделал завода. Я еще не знаю, какое количество необходимо для полного завода. Но шестереночки уже вращаются и будут со временем притираться. Закончил я сборку носовой части. И, блин, она выглядит реально очень мощно. И в целом мне поезд начинает напоминать какую-то пулю. Также закончил сборку кабины. И теперь нам осталось собрать колеса. И сам поезд будет готов.
Собрал 6 вот таких колес, и состоят они из 3 элементов. Объединяются они между собой с помощью вот такой маленькой детальки. Она выступает в роли направляющей, так как в данном наборе зубочистки отсутствуют. Колеса установлены на положенные им места. Также добавил кулисы, и собственно непосредственно сам поезд у нас уже готов. Сейчас мы будем собирать вагон-ресторан с шикарным интерьером. Маленький столик, стульчик, кроватка, тумбочка, лавочка, еще один вариант стулочки, маленький барный столик и вот такой вот, судя по всему, мягкий диванчик, который собирался с использованием гнущейся деревянной детали. Атлантический экспресс состоит из 636 деталей, собрал примерно за 9 часов. Это было действительно очень увлекательно, потому что во время сборки я немного изучил конструкцию поезда. Как минимум я теперь знаю, что такое кулисная пара и колесная формула 460 Atlantic. Модель получилась достаточно крупная, но и не громоздкая. 680 на 105 на 110 мм. Честно признаюсь, я не особо люблю поезда, как и различные корабли, но дизайн этого локомотива мне очень понравился. Это точно один из лучших локомотивов, что я видел. И спасибо большое жене за такой приятный подарок. Одновременная работа большого количества шестеренок вместе с кулисами, конечно, завораживает, как и общая форма поезда, большое количество мелких деталей, выжженные надписи на дереве. Все это, конечно, впечатлит как обычного человека, так и фаната моделирования. Итак, у нас имеется фиксатор сцепления локомотива с вагончиком. Далее у нас открывается одна дверка. Открывается вторая дверка. Двигатель расположился у нас в кабине машиниста, и сзади имеется вот такая деталь, похожая на заводной ключик, но ее вращать нельзя. Здесь так и написано. Если хотим мы завести локомотив, нам необходимо проверить блокировку шестеренок с помощью вот этого рычага. Положение установлено вниз, это положение правильное. Далее открываем крышу кабины машиниста. Здесь находится ключик, делаем 18-20 оборотов. Происходит максимальное натяжение резинок, и думаю, более заводить не стоит. Закрываем крышку и отжимаем этот рычаг. Корпус вагончика также имеет много лазерных рисунков. Колесные пары имеют фиксацию положения колес. Можем разблокировать. Или наоборот снова заблокировать. Двери открываются вовнутрь. Также имеется элемент для присоединения к локомотиву. Имеются еще одни раздвижные двери. Закрывать их удобнее изнутри, потому что там находятся ручки. Также у нас есть еще одна дверь, которая открывается вовнутрь. Далее открываем крышку вагончика. И здесь у нас расположились две зоны. Первая зона — это спальная зона. В ней находится стол, стул, тумбочка на 3 полочки. Даже есть вот такие настенные бра. Также у нас установлена кровать с подушкой. И возле кроватки находится, напротив кроватки находится вот такой вот маленький диванчик и еще одна
настенная бра. То есть такой весь у нас мега интерьер. Также у нас есть перегородка, то есть вот такая стена с имитацией обоев. Далее у нас открывается дверка, и из спальной зоны мы можем попасть в лаунж-зону. Здесь расположился угловой большой диванчик, 3 маленькие стола, опять настенные бра, и есть у нас еще вот такие 4 стулки и еще настенные бра. То есть это действительно маленький кукольный мир. И как и говорил, то есть вот у нас есть ручки, и с помощью них мы можем уже закрыть вот эту вот дверку. То есть посмотрите, насколько это проработано и фантастически выглядит. Класс. Далее закрываем мы крышку и присоединяем наш вагончик к нашему локомотиву. И получившуюся красоту устанавливаем где-нибудь на полочку, любуемся красотой и проделанной работой. Я думаю, здесь все понятно. Атлантический экспресс от Woodtrick меня впечатлил, и я остался в восторге. Однозначно рекомендую к приобретению как коллекционеру, так и просто человеку, который хочет приятно провести время и украсить интерьер уникальной моделью. Ссылка на локомотив Атлантический экспресс, собственно как и на магазин Woodtrick, будет в описании под видео. Переходите, выбирайте понравившиеся модели, их там уже более сотни, и список активно пополняется. Имеются модели с резиномотором, с металлической пружиной и уже несколько моделей с электродвигателем. К примеру, я на канале собирал американские горки с электродвигателем и движущимся вагончиком. Из последних моделей хочу собрать и вам показать модель Galaxy Marble Run. Это фантастическая марбл трасса с подвижными вращающимися элементами. Я думаю, это будет очень интересно. Подписывайтесь на мой канал, отмечайте колокольчик, и тогда вы точно ничего не пропустите. И также можете поддержать меня лайком за мои старания, мне будет очень приятно. Всем удачи и до встречи в новых видео.